Кораблекрушение немецкого лихтеровоза МС Манчен. Судно МС Манчен, немецкий лихтеровоз, принадлежавший компании Hapag-Lloyd, затонувший со всей командой по неустановленной причине во время сильного шторма в декабре 1978 года. По наиболее вероятной версии, одна или несколько волн убийц ударили по судну и повредили его, из-за чего оно дрейфовало 33 часа с креном в 50 градусов без электричества и с неработающим двигателем. Судно МС Манчен был спущен на воду 12 мая 1972 года на верфи Belgium и вступил в строй 22 сентября 1972 года. Манчен был сухогрузным судном, был единственным кораблем такого рода под немецким флагом. В свой первый рейс в Соединенные Штаты Америки судно отправилось 19 октября 1972 года. Судно Манчен был спроектирован так, чтобы справиться с подобными погодными условиями. Исключительная плавучесть лихтеровозов была такой, что их считали практически непотопляемыми. Рейс Манчен проходил гладко до ночи с 12 на 13 декабря. Между 0 часов 05 минут и 0 часов 07 минут радист лихтеровоза Йорк Эрнст вышел в эфир на частоте чата. Он сообщил о плохой погоде и некоторых повреждениях судна Мюнхена своему коллеге Хайнцу Леману, радисту на борту немецкого круизного судна МС Кариба, находящегося в 2400 морских милях. Эрнст также передал последнее известное положение Мюнхена. Качество передачи было плохим, так что не все было понятно Леманом. Поскольку это было стандартное сообщение, информация не была передана владельцу судна до 17 декабря. Примерно через 3 часа с 3 часов ночи 10 минут до 3 часов ночи 20 минут греческим сухогрузом класса Panamax Marion был получен сигнал СОС, переданный затем советскому теплоходу Мария Ермолова и немецкому буксиру Титан. Судно МС Манчен указал свое местоположение, что, вероятно, было примерно в 100 морских милях, 200 километров, от его реального положения. Сообщения передавались с помощью азбуки Морзе и принимались только обрывки кода. Согласно одному из обрывков сообщения, 50 градусов по правому борту, что можно было интерпретировать как 50-градусный крен на правый борт. Автоматический аварийный сигнал также был принят несколькими радиостанциями, начиная с 4 часов 43 минут. После 7 часов 34 минут сигналы больше не регистрировались, вероятно потому, что американские станции перестали прослушивать на частоте. В 17 часов 30 минут была начата международная поисково-спасательная операция, координировавшаяся британской береговой охраной в Лендс-Энд, Корнуолл. Скорость ветра в 11 и 12 баллов по шкале Бафорта была зарегистрирована в районе поиска, что затрудняло его первоначальный поиск. Запрошенный ХГК был осуществлен морским разведывательным самолетом королевских ВВС Хока Сидали Немрод, координируемым Си авиабазы Маунтбаттен. На следующий день, 13 декабря, дополнительный самолет Lockheed C-130 Hercules из Германии и 6 кораблей присоединились к поискам судна Манчен. В 9 часов 06 минут Мишель Синнот, бельгийский радиолюбитель из Брюсселя, получил голосовую передачу на необычной частоте, которая обычно используется немецкой наземной станцией Norddeutsche Radio. Передача была четкой, но прерывалась каким-то шумом и содержала фрагменты названия и позывного судна Манчен. Позже в суде Синнот сообщил, что голос был спокоен и говорил по-английски, но с отчетливым немецким акцентом. Поскольку у Синнота был только приемник для этой частоты, он передал сообщение по телексу на радиостанцию в Остенде. Между 17 часов ровно и 19 часов 14 минут 10 слабых сигналов Mayday были получены станцией на военно-морской базе США Рота, Испания, через регулярные промежутки времени, упоминая про 28 человек на борту. Сообщения могли быть записаны и отправлены автоматически.
Позывной Манчен ДА, который был передан с помощью азбуки Морзе, был принят 3 раза на той же частоте. Голландский океанский спасательный буксир Смит Роттердам, возвращавшийся с других аварийных заходов в залив Морбиан и Ла-Манш, также принял сигналы судна Манчен и отправился на назначенную позицию под командованием капитана Даниса. Береговая охрана Land's End обеспечила планирование поиска и районы, которые будут охвачены, и назначил спасательный буксир Смит Роттердам в качестве лидера, координирующего деятельность более 100 кораблей, а также 16 самолетов, которые временно базировались на Азорских островах. 14 декабря скорость ветра упала до 9 баллов. На тот момент в поисковой операции участвовали 4 самолета и 17 кораблей. Были получены сигналы аварийного буя Манчен. В 19 часов ровно британский грузовой корабль King George поднял пустой спасательный плот. В тот же день другое грузовое судно Hapag-Lloyd Аленган обнаружило и опознало 3 лихтера с судна Манчен. На следующий день, 15 декабря, британский патрульный самолет Нимрод обнаружил 2 оранжевых объекта в форме буев, а спасательный буксир Титан поднял 2-й спасательный плот. 3-й был обнаружен на следующий день грузовым судном Боденстейн. Все плоты были пустыми. В тот день также была замечена желтая бочка. 17 декабря в 13 часов ровно Дюссельдорф Экспресс выловил аварийный буй Манчен. К тому моменту скорость ветра упала до 3 баллов. Грузовое судно Starlight обнаружило 2 спасательных круга, на судно Sealand Consumer подобрало 4-й пустой спасательный плот. Также были замечены 3 спасательных жилета, 2 из них были подняты Starlight и 1 Evelyn. Официально международная поисковая операция завершилась вечером 20 декабря, через неделю после начала. Правительства Западной Германии и Hapag-Lloyd решили вести поиски судна Манчен еще 2 дня при поддержке британских и американских войск. Всего 13 самолетов из Великобритании, США, Португалии и Германии, а также почти 80 торговых и военно-морских судов искали корабль или его команду. 16 февраля автовоз Дон Карлос подобрал поврежденную правую спасательную шлюпку судна Манчен, последний объект, обнаруженный с лихтеровоза. Последующее расследование исчезновения судна Манчен было сосредоточено на правой спасательной шлюпке и, в частности, на переднем блоке, на котором она висела. Штифты, которые должны были висеть вертикально, были согнуты назад от носа к корме, что указывало на то, что в висящую под ним спасательную шлюпку ударила огромная сила, которая пролетела от носа к корме корабля и сорвала шлюпку с ее поверхности. Спасательная шлюпка обычно висела на высоте 20 метров, 66 футов над ватерлинией. Поскольку существование волн убийц тогда считалось настолько статистически маловероятным, что почти невозможно, расследование, наконец, пришло к выводу, что суровая погода каким-то образом вызвала необычное событие, которое привело к затоплению судна Манчен. По мере того, как наука, лежащая в основе волн убийц, была изучена и более полно понята, было признано, что они не только существуют, но и возможно, что они могут возникать в глубоких океанах, таких как Северная Атлантика. Позже следователи вернулись к вопросу о судне Манчен и рассмотрели возможность того, что в ту ночь она столкнулась с волной-изгоями во время шторма. Во время шторма ночью 12 декабря она внезапно столкнулась с водной стеной высотой от 80 до 100 футов, от 24 до 30 метров, вырисовывающейся из темноты. Манчен погрузился бы во впадину огромной волны, и прежде чем она смогла выбраться из нее, она обрушилась на нее, разбив нос и надстройку, вырвав правую спасательную шлюпку из шкворней и, вероятно, врезавшись в мостик, разбив окна и затапливала ее.
Потеряв мостик и рулевое управление, она, вероятно, потеряла бы двигатели. Не в силах удержать курс в шторм, она была бы брошена бортом в волны. Судя по всему, она плыла в течение нескольких часов, в течение которых шторм и неточное позиционирование не позволили ее обнаружить. Сила волн затем раздавила или даже опрокинула ее. Еще одна волна изгоя могла внести свой вклад в ее беду. Тогда она бы не выдержала наводнения и за короткое время затонула.